Семейные фотографии– отличный способ сохранить воспоминания. В этом снимке нет ничего удивительного на первый взгляд, влюбленная пара с двумя детьми, все улыбаются. Но кто бы мог подумать, что, увидев это семейное фото, жена подаст на развод. Всего одна маленькая деталь на этой фотографии разрушила семью. Вы уже поняли, о чем идет речь? Эта семейная фотография должна была вызывать только чувство радости и умиления. Она должна была стать приятным воспоминанием, которое вызывало бы улыбку на лице каждый раз, когда взгляд падал бы на этот снимок. Но все сложилось по-другому. Вот и настал тот момент, когда она впервые увидела этот снимок. Женщина сразу же кое о чем задумалась и незамедлительно приблизила руку мужа. То, что она увидела, шокировало ее. Сьюзен и Джон вместе еще со времен колледжа. Их знакомые в один голос говорили, что они будут вместе всю жизнь. Поэтому никто не удивился, когда Сьюзен и Джон заключили брак после колледжа. У них все было хорошо, отличная карьера, красивый дом и двое очаровательных детей. Сьюзен даже не подозревала, что всего этого Джону было мало. Сьюзен была очень счастлива. Ее жизнь казалась прекрасной и сказочной, и она хотела зафиксировать в памяти этот момент, сделав несколько семейных фотографий. Спустя годы женщина отдала бы все, что у нее есть, чтобы вернуться в то время и все изменить. Итак, Сьюзен решила организовать семейную фотосессию. Она связалась с фотографом, другом их семьи. Он сразу ответил на все ее вопросы и сказал, что они могут провести съемку на следующий день. Был солнечный осенний день. Листья играли на деревьях яркими красками, создавая тепло-багряную картину. Погода радовала своим теплом. Все было идеально. Однако складывалось впечатление, что Джон о чем-то переживал. Сьюзан сразу же заметила странное поведение Джона, но не придала этому особого значения. Она знала, что Джон чувствует себя неловко перед камерами. Когда приехал фотограф, она сразу же заметила, что ее муж просто побледнел. Фотограф приветливо поздоровался со всеми. Он был другом семьи и достаточно часто бывал у Сьюзен и Джона дома. Все его любили и всегда радовались ему. Джон смог справиться со своим волнением, и фотосессия состоялась. Сьюзан стоило бы сразу разобраться в странном поведении мужа, но она не придала этому значения. Ей показалось, что Джону просто нужно время, чтобы расслабиться перед камерами. Сьюзан верила в то, что у нее все складывается отлично, и именно этот момент в своей жизни она просто обязана запечатлеть на фото. У нее была прекрасная семья, успешная карьера и красивый дом. Ей не терпелось увидеть фотографии. Фотограф отправил семейные портреты на электронную почту Сьюзен уже на следующий день после съемки. Она была очень рада, что их друг семьи так быстро справился с работой. И ей не терпится поскорее посмотреть на снимки. Как только Сьюзен вернулась домой, она сразу же подошла к своему ноутбуку и зашла на почту. Она смотрела семейные фотографии одну за другой с улыбкой на лице. Какую же огромную работу проделал фотограф. У Сьюзен не спадала улыбка с лица, пока она пересматривала фотографии. Ей нравилось, как мило получились ее дети на каждой фотографии. Осенние краски выглядели идеально. Это был действительно идеальный день для фотосессии. Женщина начала выбирать лучшие фотографии, которые она хотела бы распечатать и развесить на стене у себя дома. Она даже думала о том, чтобы выбрать фотографию для праздничной открытки и разослать ее всем своим родственникам. Первая совместная фотография привлекла внимание Сьюзен. Она не могла не заметить переживания Джона, которые ярко были выражены на его лице. Складывалось впечатление, что он фотографируется с чужими людьми, а не со своими близкими. Сьюзен вспоминала тот день и думала о том, что же могло так потревожить ее мужа. Кое-что на фотографии привлекло внимание Сьюзен. Она начала приближать руку мужа. То, что она увидела, когда посмотрела близко на руку мужа, шокировало ее.
На его руке было не его обручальное кольцо. Это было обручальное кольцо его друга детства. Сьюзен закрыла ноутбук, пытаясь осознать увиденное. Она просто замерла и не могла ничего поделать с собой. И тут она все поняла. Сьюзен пыталась избавиться от плохих мыслей, которые не давали ей покоя. Джон любил ее. Она знала это. Она это чувствовала. Но почему он носит чужое кольцо вместо своего обручального кольца? Как долго он носит это кольцо? Сьюзен посмотрела на свое кольцо. У нее в голове крутился только один вопрос. Все было ложью? Неужели она была так слепа, что не увидела обман? Неужели Джон скрывал от нее что-то важное? Сьюзен решила поговорить с мужем по поводу кольца. Она попросила соседку посидеть с детьми. Сьюзен не хотела, чтобы дети видели ссору родителей. Когда Джон пришел с работы, в доме было тихо. Сьюзен ждала его в гостиной. Он понял, что жена все знает. Джон решил во всем признаться. Все дело в его сексуальной ориентации. Но он по-прежнему любил своих жену и детей и хотел сохранить свою семью. Оказалось, что у Джона был роман. И его возлюбленным был их друг-фотограф, тот самый друг, которого так любила вся их семья. Сьюзен не могла поверить во все это. Затем она вспомнила, как Джону было неловко, когда пришел фотограф. Сьюзен вспомнила те особенные взгляды, которыми они обменялись при встрече. Казалось, будто все это – страшный сон. Ее жизнь была не такой идеальной, как она думала. Сьюзен хотела сделать семейные фотографии на память, чтобы никогда не забывать о том, как счастлива она была в тот момент. Но как же она ошибалась? По иронии судьбы, фотосессия, которая должна была запечатлеть лучшие моменты ее жизни, перевернула ее жизнь с ног на голову. Джон был влюблен в кого-то другого. Джон изменил ей. Джон не был идеальным мужем. Сьюзен не могла сказать ни слова, пока Джон рассказывал ей всю правду. Что случилось с мужчиной, которого она безумно любила в колледже? Что случилось с мужчиной, который подарил ей двоих замечательных детей? Всегда ли Джон любил мужчин? Как он мог так долго держать это в секрете? Как он мог так поступить со своей семьей? Все эти мысли крутились у нее в голове. Она пыталась взять себя в руки, слушая объяснения Джона. Сьюзен смотрела на Джона, пока он в слезах рассказывал ей правду. Этот человек заставил ее поверить в счастье. Она думала, что ее жизнь прекрасна. Но теперь все разрушено. Сьюзен положила руку на колено Джона и спокойно сказала ему: «Все в порядке, дорогой. Я прощаю тебя». Несмотря ни на что, она все еще любила Джона и хотела, чтобы он был счастлив. Сьюзен и Джон подали на развод. Их любовь со временем переросла в крепкую дружбу. Спустя годы им удалось сохранить самое ценное – взаимоуважение и любовь к своим детям. Несмотря на неверность Джона и его ложь о сексуальной ориентации, Сьюзен не держала обиду на бывшего мужа. Главное, чтобы они оба нашли свое счастье. Любовь бывает разная. Любовь Сьюзен и Джона выдержала все испытания. Да, это уже была не та романтичная любовь, о которой пишут песни и стихи. Это была другая любовь, крепкая, безусловная, проверенная временем любовь. Сьюзен и Джон нашли свое счастье. Не каждая пара смогла бы сохранить такие теплые отношения после разрыва, но героям нашей истории все удалось. Они по-прежнему семья, любящая своих детей больше всего на свете. Но у каждого из них есть своя вторая половинка, которая делает их самыми счастливыми на планете. Что ж, у любви действительно нет границ. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.